В понедельник, 8 апреля, биткоин пробивает уровень 72 700 долларов, что повышает положительное настроение инвесторов в преддверии такого важного события, как халвинг, но проходит буквально пару дней, и его цена сперва падает на 3%, в пятницу на 8%, а в субботу биткоин и вовсе обвалился на 10%. Протестировал уровень 60,5 тысяч и потянул за собой рынок альтов, которые потеряли от 10 до 30% своей стоимости. И нет, это не было банкротство какой-нибудь криптобиржи или новое обвинение со стороны SEC. Падение крипты произошло вслед за обвалом фондового рынка США на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем. Да, вчера Иран официально напал на Израиль и поздно вечером в субботу запустил десятки дронов, из-за чего Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. Это вызвало рост цен на нефть из-за угроз в поставках и как результат привело к росту индекса доллара до максимальных уровней ноября прошлого года. Но самое важное это то, что по заявлению Джо Байдена США готовы полностью помогать Израилю в этом военном конфликте, что влечет за собой очень большие негативные экономические последствия, в результате которых могут начаться огромные оттоки капитала из спотовых биткоин ETF. А если прибавить к этому потенциальную угрозу возвращения инфляции в США, которая в марте показала рост, мы получаем совсем неблагоприятные условия для криптовалюты. Несмотря на то, что локальные экономические проблемы действительно ограничивают рост крипты, не стоит забывать, что на следующей неделе нас ждет как минимум два очень важных события, на фоне которых биткоин и весь рынок крипты может очень быстро вернуть свои позиции. Прежде всего это халвинг, до которого осталось буквально 5 дней, и он пройдет в субботу 20 числа, а также уже завтра мы можем получить решение касательно одобрения заявок на запуск спотовых биткоин и эфириум ETF в Гонконге, которые по разным оценкам могут привлечь минимум 25 миллиардов долларов. Только благодаря ETF в США биткоин смог пробить новый исторический максимум, ведь за 3 месяца американские фонды отправили в биткоин 12,5 миллиардов долларов, и если к США еще подключится финансовый центр Азии Гонконг, то это может спасти криптовалюту. Вот поэтому сегодня в видео я хочу вместе с вами подвести итоги половины апреля. Благодаря сегодняшнему ролику вы сможете узнать, к чему стоит готовиться на следующей неделе, как последние события могут повлиять на криптовалюту, продолжит ли рынок свое падение, увидим ли мы новый максимум биткоина во время халвинга, а также как потенциальное одобрение эфириум ETF в Гонконге повлияет на его цену. За нашу оперативность попрошу вас поддержать нас лайком, ведь мы максимально быстро постарались сделать для вас данное видео, чтобы вы четко знали, что вообще происходит на рынке и что нас ждет в ближайшую очень важную неделю. Так что за лайки вам заранее спасибо и приятного просмотра. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, наверняка большинство из вас не был на 100% готов к этому резкому падению в субботу, и далеко не все сразу поняли, что вообще произошло. А поскольку на рынке все происходит очень быстро, крайне важно быть подписанным на наш телеграм-канал, ведь это главный источник, где вы всегда можете первыми получать актуальную информацию, свежие новости, большое количество эксклюзивных отчетов и много всего другого. Так что подписывайтесь на наш телеграм и не пропускайте ничего важного. Ну а мы перед тем, как разберем, что нас будет ждать на следующей неделе, сперва давайте разберем те события, которые произошли на рынке за последние 7 дней, ведь на самом деле есть о чем поговорить. И первое, это конечно же нападение Ирана на Израиль. Все началось с того, что Иран пообещал отомстить за нападение на его консульство в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли 7 офицеров, в том числе и высокопоставленный командир. Иран обвинил именно Израиль в совершении этого нападения, в то время как Израиль не подтвердил эти обвинения, после чего уже в пятницу начались обстрелы, а вчера Иран направил на Израиль более 100 дронов. При этом Байден и разведка США заявляют, что в скором времени после дронов могут использоваться ракеты. Пока вчера Байден готовился вернуться в Вашингтон, Израиль привел свои вооруженные силы в полную боевую готовность и отменил все образовательные и другие мероприятия. Ранее в субботу министр обороны США поговорил с министром обороны Израиля, чтобы обсудить неотложенные региональные угрозы. Это сообщил Пентагон и подтвердил полную поддержку США Израиля в борьбе с нападением со стороны Ирана и его доверенных лиц. А Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, передал аналогичное
сообщение о поддержке США своему израильскому коллеге. В пятницу Байден предупредил Иран об ответных мерах, хотя и предсказывал, что нападение может быть неизбежным. А также Байден сказал: «Мы преданы защите Израиля, мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль, и Ирану это не удастся». США уже направили Израилю свой ракетный корабль. Но теперь самый главный вопрос: почему на этом фоне падает криптовалюта? Поскольку обе эти страны входят в топ-60 импортеров нефти, это вызвало опасения проблем с поставками, но поскольку спрос на нефть остается прежним, это увеличило цены на черное золото разных марок примерно на пару процентов. А за счет того, что за нефть платят именно в долларах США, это и привело к тому, что индекс доллара поднялся до самого высокого уровня с начала ноября прошлого года, а доходность десятилетних казначейских облигаций подскочила до 6-месячного максимума. И, конечно же, биткоин никак не мог устоять от давления таких негативных факторов. Также немаловажным фактором является прямое участие США в этом военном конфликте. Как вы знаете, любая война требует большие финансовые ресурсы. Да, у США они, конечно же, есть, но даже максимально короткое по времени ведения боевых действий создает очень сильное давление на экономику. В это время инвесторы выводят деньги из рискованных активов, а именно акций и уж тем более криптовалюты. Таким образом, есть очень большие риски столкнуться с сильным оттоком капитала из ETF на следующей неделе. Ведь я напомню вам, что именно из-за ETF биткоин пробил новый максимум и привлек к себе внимание со стороны крупных инвесторов. А финальной точкой в этом масштабном проливе стали сумасшедшие ликвидации, которые превысили 850 миллионов долларов 12 числа и почти $1 миллиард в субботу. По итогу отличная неделя, которая начиналась с пробоя уровня 72 тысячи, заканчивается на такой негативной ноте, особенно если посмотреть на 20% падение альтов. Конечно, предвидеть такое движение было бы очень сложно, но в данном случае я бы хотел вспомнить наше прошлое видео, в котором я говорил, что до халвинга биткоин будет двигаться вот в этом сужающемся треугольнике, под влиянием нисходящей линии тренда выше 70 тысяч, а также восходящей линии поддержки около уровня 67 тысяч долларов. Так вот, нижняя линия поддержки была пробита. И до халвинга на следующей неделе нам нужно готовиться к тому, что рынок будет все чаще и чаще демонстрировать такие резкие скачки цен. Ведь так было всегда перед каждым важным событием. Вспомните одобрение ETF в январе, когда наблюдались вот эти резкие подъемы и падения. Это происходит из-за того, что инвесторы покупают крипту, открывают сделки и ждут рост. Но при этом новой ликвидности на рынке для роста нет. Вот поэтому многие просто начинают фиксировать свой даже минимальный профит, чтобы избежать риски. Из-за чего на рынке мы и наблюдаем за резкими просадками, так что торговать нужно очень аккуратно. А чтобы вы знали, как правильно торговать во время текущего движения криптовалюты, вы всегда можете присоединиться к подписке Coin22 Pro, где команда наших аналитиков ежедневно предоставляет большое количество прибыльных сделок, на которых вы можете зарабатывать. Как, например, вот этот шорт по монете Aptos, на котором участники Pro получили от 60% профита. Или, например, вот эта шорт-сделка по монете Arbitrum, на которой участники Pro заработали 75% прибыли. И как вы видите, точки входа были предоставлены за несколько часов до сильного обвала цены. Благодаря тому, что наши аналитики следят за рынком круглосуточно, это позволяет каждому из вас ежедневно получать лучшие торговые идеи и зарабатывать на движении крипты. А если вы новичок, то у вас появится отличная возможность пройти пошаговое обучение на старте с полноценной практикой под руководством наших специалистов. Как я сказал ранее, до халвинга осталось всего 5 дней, и если вы желаете по максимуму воспользоваться этим историческим событием и заранее открыть перспективные позиции, а также собрать хороший портфель из самых перспективных монет, которые сейчас торгуются по отличной цене, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю подробную информацию касательно подписки Pro. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что инфляция в США и накаленная обстановка на Ближнем Востоке продолжают оказывать влияние на индекс доллара, что в свою очередь будет влиять на биткоин. Поэтому мы внимательно будем следить за развитием этих событий и за тем, как откроются финансовые рынки в понедельник. Но также в понедельник нам стоит быть готовым к тому, что в Гонконге могут одобрить сразу 2 спотовых ETF на биткоин и на эфириум. Для общего понимания давайте расскажу, с чего вообще все началось. В пятницу издание
издание Bloomberg опубликовало статью, в которой было написано, что по информации людей, знакомых с данным вопросом, Гонконгская комиссия по ценным бумагам и биржам может одобрить заявки на спотовый биткоин и эфириум ETF уже в понедельник, то есть 15 апреля. По информации от Bloomberg, 3 компании, включая Hashkey Capital, входят в число эмитентов, которые получат зеленый свет для своих заявок на запуск крипто-ETF. Эти фирмы намерены запускать ETF в конце месяца, как только гонконгский регулятор даст добро. Также Bloomberg написали, что согласие со стороны регулирующих органов может быть получено уже в понедельник, и указали, что сроки не фиксированы и могут меняться в последнюю минуту. Правда, очень странно, что никаких комментариев ни от комиссии с FTC, ни от самих компаний не было, и никто не может сказать, какая есть вероятность на одобрение этих спотовых ETF. Но учитывая, что 9 апреля с FTC выдала компании Hairvest и China Asset Management разрешение на предоставление услуг по управлению фондами, связанных с виртуальными активами, шансы на одобрение ETF как минимум биткоина есть. Также Гонконг соперничает с Сингапуром и Дубаем за право стать мировым центром цифровых активов, и в июне 2023 года город ввел специальный режим регулирования для поставщиков услуг виртуальных активов. К тому же регуляторы города уже разрешили запускать криптовалютные ETF на основе фьючерсов, что дополнительно повышает вероятность одобрения ETF. Но что это будет значить для биткоина и, конечно же, эфира? По данным Metricsport, такие крипто-ETF могут получить спрос со стороны китайских инвесторов на сумму 25 миллиардов долларов через программу Stock Connect. Это специальная программа, которая позволяет квалифицированным инвесторам из материкового Китая получать доступ к существующим акциям, которые зарегистрированы в Гонконге. Сумма в 25 миллиардов долларов исходит от средней суммы годового капитала, который не использовался в программе инвестирования Stocks Connect на протяжении 3 лет. Программа Stock Connect позволяет инвесторам из Китая ежегодно скупать китайские акции на сумму 540 миллиардов гонконгских долларов. Однако по данным за последние 3 года потоки составили 450, 400 и 320 миллиардов, что ниже лимита на 100-200 миллиардов гонконгских долларов, а это от 15 до 25 миллиардов долларов. Следовательно, потенциально остается квота в размере от 100 до 200 миллиардов гонконгских долларов для инвестиций в биткоин ETF, если одобрение произойдет без каких-либо ограничений, а 200 миллиардов гонконгских долларов – это те самые 25 миллиардов долларов США. ETF в США показал, что инвесторы, которые раньше покупали только акции и облигации, все больше интересуются биткоином, а в одном из наших видео я говорил, что китайские инвесторы еще больше заинтересованы в покупке крипты, ведь сейчас экономика Китая переживает не самые лучшие времена. Китайский юань находится на 17-летнем минимуме. За счет того, что юань только за последний год обесценился на 6%, это огромный удар по китайским инвесторам, которые ищут более надежные активы, способные спасти их деньги от беспощадной инфляции. По факту в Китае крипта запрещена, и покупать ее для инвестирования нельзя, но вот покупать акции ETF фонда на базе биткоина можно. И я думаю, что китайские инвесторы будут этим активно пользоваться, и приток капитала может даже превысить 25 миллиардов. Правда, сначала необходимо, чтобы эти ETF одобрили, ведь если с биткоином проблем вероятно не будет, то у ETF на основе эфириума могут возникнуть трудности, как это сейчас происходит в США. Так что посмотрим, какая информация к нам поступит из Гонконга в понедельник. Ну и конечно же есть большие риски в понедельник увидеть большие оттоки капитала из ETF. Но раз уж мы уже заговорили об ETF, то стоит сказать, что в пятницу 9 спотовых ETF США зафиксировали общий отток на уровне всего 55 миллионов долларов. И как вы видите, инвесторы покупали только ETF от BlackRock, потому что другие компании зафиксировали нулевые притоки. Но поскольку 12 апреля, когда фондовый рынок активно падал на фоне роста индекса доллара, BlackRock отправили в биткоин 111 миллионов долларов, это может говорить о том, что американские инвесторы готовятся ко второму важному событию недели, и это, конечно же, халвинг 20 апреля. Это можно также понять по данным фиксации прибыли со стороны инвесторов. Например, сравнивая фиксацию прибыли нынешнего бычьего цикла с фиксацией прибыли в 2021 году, невооруженным взглядом видно, что сейчас инвесторы ждут более сильного роста биткоина. В 2021 году на рекордном максимальном уровне 64,5 тысяч долларов реализованная прибыль составила 3%. Сейчас этот показатель достигает максимума на уровне 1,8%. Это говорит о том, что 1,8% рыночной капитализации было зафиксировано в качестве прибыли в течение 7-дневного периода. Таким образом, инвесторы не продают свои активы так активно, как это было в 2021 году, потому что знают, что ETF, а также предстоящий халвинг сможет поднять цену биткоина гораздо выше тех уровней, на которых он торгуется сейчас. Такой настрой
настрой усиливается активным накоплением, начиная с февраля. Причем только за последние 11 дней апреля на биржах было куплено 10 284 биткоина на сумму более 720 миллионов долларов. Судя по тому, что происходило с биткоином во время предыдущих халвингов, мы можем сказать, что сейчас он начинает выходить из фазы накопления и плавно переходит в режим булрана, как это было раньше. И помните, в прошлом видео мы разбирали вот этот треугольник. Так вот, цена биткоина пробила нижнюю поддержку. И как я вам говорил, выход из данного треугольника в любом направлении, будь то рост или падение, привело к активному движению на 10%. Тем не менее, биткоин смог себе найти новую линию поддержки, которая формируется начиная с этого года. И в принципе, сохранение этой поддержки перед халвингом может привести к восстановлению цены биткоина. Но также вы должны помнить, что на следующей неделе рынок будет максимально нестабильный, и мы будем наблюдать за резкой волатильностью и большими ликвидациями, которые стремительно выбивают трейдеров. Ведь кому-то же нужно покупать биткоин по более высокому прайсу и толкать его цену вверх. Так что будьте особо внимательны перед открытием любых сделок. Если говорить об альтах, которые посыпались на 20, 30 и некоторые даже на 40%, то им, конечно же, потребуется больше времени, чтобы восстановить свою цену. Но если до этого вы думали, что все альткоины перекуплены и их не стоит покупать по такой высокой цене, то сейчас есть отличная возможность купить хорошие перспективные альткоины по такой низкой цене, но с соблюдением всех правил риск-менеджмента, а также процентного соотношения монет в вашем портфеле. Ведь вы, наверное, уже запомнили, что 70% вашего портфеля должны состоять из биткоина, 20 из эфира и оставшиеся 10 это те самые альты. Так что с понедельника все внимание будет направлено именно на биткоин и на долгожданный халвинг. Также напоминаю, что мы будем внимательно следить за экономикой и геополитикой в нашем телеграм-канале, где есть очень много дополнительной информации. Так что не забывайте подписываться, жать на колокольчик и, конечно же, пишите в комментариях, чего вы ждете от следующей недели. Нам было бы очень интересно узнать. Ну а так, сегодня мы разобрали очень важное событие, и теперь вы четко понимаете, почему крипта упала. Поэтому огромное вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч.